Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где каждый день выходят видео с ответами на вопросы. Есть инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну и практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Все же в ваших руках. Только вы решаете, что же происходит в вашей жизни. Ведь ваши мысли, эмоции и, соответственно, как причинно-следственно действия сегодня приводит к тому, что у вас происходит завтра. Вот по этой причине очень у многих вот такой как цикл, такое ощущение, что движутся по кругу. А это потому, что вы концентрируетесь на чем-то. И то, на чем вы концентрируетесь, и происходит в вашей жизни. Если вас не устраивает то, что с вами происходит, вы можете это изменить. Да, это работа не одного дня. Вот единственное, что я всегда называю работой, это работа над собой. Ведь работать над собой надо всегда. Даже когда вы уже достигли какого-то определенного уровня контроля над своими мыслями, эмоциями, все равно надо продолжать, ведь мы живем в социуме, и энергии других людей влияют на нас. И, соответственно, мы должны поддерживать определенный уровень нашей энергии. Для этого, пожалуйста, на канале есть медитации, настрои. Все это помогает. Это все помощь. Ну, а выбор всегда ваш. Всегда. Помните, что только вы выбираете свою жизнь. Ну что, сегодня, как и каждую неделю, основное на неделе, самое важное, на что обратить внимание. И сейчас стихия Земля, знаки зодиака, Тельцы, Девы и Козероги. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Помните про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, соответственно, влияет на ваши мысли. Ну и так далее. Это все цепочка причины и следствия. Так что я всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Для того, чтобы полностью получить информацию, говорят, что осведомлен, значит вооружен. И это правда. На сегодняшний день самое дорогое, что есть в мире, это информация. Ведь, владея информацией, человек движется. Ну и помните, в конце видео 3 карты на исполнение желаний. Все, по одной карте на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Начинаем с Тельцов. Ну что, мои дорогие Тельцы, в ближайшую неделю ваше состояние будет улучшаться. Особенно для тех, у кого были какие-то проблемы. Найдете вы решение ваших проблем, убрав немножко эмоциональности и включив больше анализа. И поняв, что не всегда спешка хороша. Вам было бы здорово не спешить и больше, говорю, анализировать в ближайшую неделю. Ну а также в помощь вам будет женщина, это женщина старше 45, шатенка с голубыми или зелеными глазами, очень чувственная, нежная, ответственная и заботливая. Нужна для некоторых, мальчики, вы познакомитесь с этой женщиной. Некоторые из вас, может быть, узнали кого-то в своем окружении, и, соответственно, она вам поможет, если
помощь будет нужна. Принимайте. Кстати, вот тут еще могу сказать, что за вашим эмоциональным состоянием вы можете забыть, что о помощи-то все-таки надо иногда просить самому. Я знаю, что очень многие из вас привыкли рассчитывать только на себя, привыкли все делать в одиночку. Вот тут как раз не тот случай. Тут случай, в котором было бы здорово попросить о помощи и тогда облегчить себе то, что будет происходить, и облегчить себе решение задач. Смотрим дальше. Девы, на что обратить внимание в ближайшую неделю? Вот у вас будет такое внутреннее состояние, как будто вы сами себя куда-то вогнали, сами себя загнали в какой-то тупик и не можете из этого тупика выйти. Эта карта говорит о том, что это именно вы, никакие внешние, ничего извне не повлияло на это. Это именно ваши мысли и ваши эмоции ввели вас в какой-то ступор или ввели вас в какие-то рамки, которые, опять же, эти рамки могли прийти с вами из детства даже. И вот это будет влиять на все, что будет происходить с вами. Освободите себя от ограничений. Вы ведь сами себя ограничиваете, особенно по этой карте. Освободите себя от всего негативного прошлого. Примите его как опыт. Поблагодарите за этот опыт себя, высшие силы, Вселенную, Господа и идите дальше. Ведь только вы можете убрать те ограничения, которые вы, скорее всего, будете чувствовать в ближайшую неделю. Все же в ваших руках. Ну и, конечно же, именно осознание того, что вы сами это сделали, поможет вам и сделать что-то другое, изменить направление ваших действий. И все, по большому счету, ничего страшного. Вот тут я могу еще сказать, что некоторые из вас попали под влияние советов других людей. А всегда надо помнить, что да, можно послушать совет другого человека, можно прислушаться к совету. И если он резонирует с вашим внутренним состоянием, можно также и действовать совету другого человека. Ну, а если не резонирует, если вызывает дискомфорт, а тем более вот это состояние, что вы в каких-то рамках, то тогда надо действовать по совету своей интуиции, по совету Вселенной, внутреннего состояния, подсознания и, соответственно, интуиция – это все одно и то же. Подумайте об этом. Ну что, козероги, на что обратить внимание в ближайшую неделю? А вам-то и сильно обращать внимание на что-то не надо будет. У вас идут прекрасная неделя, идет улучшение, идет достижение, и все в вашей энергии, все в энергии Земли, это пентакли, это монеты, это энергия Земли. Соответственно, принимайте улучшения на работе, принимайте улучшения в бизнесе, принимайте улучшения отношений. Единственное, что в отношениях помните, что работа в отношениях идет всю жизнь. И даже если вы живете с партнером или партнершей уже 20, 30, 40 лет, все равно это работа. Ведь в чем успех прекрасных гармоничных отношений? В работе обоих партнеров. Только так можно достичь гармонии и страсти, и счастья, и так далее. Поэтому помните, что отношения – это работа.
двоих людей, а если мы говорим о семье в широком смысле этого слова, это ваше принятие ваших родных, близких и друзей такими, как они есть, не пытаясь их менять. Как только вы это осознаете, поймете, произойдет прорыв. И в принципе, потому что я здесь вижу, этот прорыв возможен в ближайшую неделю. Также, если вас интересует здоровье, возможно полное выздоровление. И опять же, это результат вашего труда, ваших стремлений, усилий на выздоровление, ну и, соответственно, лечение, которое было вам назначено. Принимайте, прекрасная неделя. Кстати, у всех знаков зодиака стихии Земля неделя хорошая. Только, девы, не портьте ее себе сами. Вот тут воистину только вы можете проконтролировать, чтобы избежать вот этого состояния и вот этого ощущения, что вы в каких-то рамках. Избежать вы этого можете. Опять повторяю, осведомлен значит вооружен. Ну и совет для всей стихии Земля, а совет для всей стихии Земля – перестаньте бороться с ветряными мельницами, перестаньте бороться сами с собой, дайте себе свободу от борьбы и, соответственно, смотрите на все происходящее с позитивной точки зрения и старайтесь освобождаться от людей, которые вызывают в вас вот это чувство борьбы. Чувство борьбы – это может быть раздражение, это может быть обида, злость. Вообще избегайте этих чувств. Да, они приходят и каким-то, знаете, как сода гасит уксус, вот таким образом старайтесь гасить в себе все эти воинственные настроения. Ну а сейчас 3 карты на исполнение желаний. Загадывайте ваши желания и правильно формулируйте. Правильная формулировка очень важна, потому что в конечном итоге вы получаете то, что вы излучаете. Вот как вы загадали желание, так оно к вам и придет. Поэтому иногда некоторые говорят, вот вроде исполнилось, но все в криве в кость. И всегда помните, когда вы загадываете желание, добавляйте, что хотите все это получить без вреда себе и всему сущему, чтобы это было на благо вам и всем вокруг. Помните об этом. Ну что, тельцы, смотрим. Давайте так, вот тут я и вижу ваш расцвет ваших эмоций, вашей чувственности. Если желание, загаданное вами, связано с отношениями, то отношения улучшатся, ждут вас романтические отношения. Если желание не связано с отношениями, это другая сфера, тут говорится о том, что при помощи родных, близких, партнеров желание исполнится. Все-таки нужна будет определенная помощь в исполнении желания. Девы, ну давайте посмотрим, может все-таки попросите ангелов. Я так и подумала. Попросите помощи. Если сами не можете разобраться в своем внутреннем состоянии и улучшить его, попросите помощи. Это может быть специалист, это могут быть родные, близкие, друзья, ну а также вы можете попросить помощи у любого ангела, у любого архангела или ангела-хранителя. Все же в ваших руках, и вам всегда помогут. Кстати, если вы просите ангелов и архангелов, не забывайте, они работают за благодарность. Главное – благодарить. Козероги, смотрим. Сейчас не совсем время
Вы знаете, как я поняла, что сейчас не время только по той причине, что вы неправильно сформулировали свое желание или это не ваше желание. Вам его навязали. Прислушайтесь к своей интуиции, правильно сформулируйте желание и вперед и только вперед. Это очень важно для вас. А пока что в ближайшую неделю нет, желание не исполнится. Ну что, на сегодня все. Желаю вам вот этого самого счастья по умолчанию. Ведь счастье включает в себя все. И успех, и удачу, и любовь, и отношения, и благосостояние. Ну и, конечно, мир. Всего самого-самого лучшего вам. Я люблю вас, мои дорогие. Пока.